All right, I am here with Ibragim Sagov. Welcome, brother. Welcome. How are you feeling for your upcoming match? Я с Ибрагимом Заговым. Как себя чувствуешь в предстоящем матче? Привет. Чувствую себя хорошо. Гоняю вес, осталось 2 килограмма. А так, в принципе, нормально. Все. Hello everybody. Feeling good. 2 kilos to left. Weight cut just a little bit more and that's it. But overall feeling good. Very good. Still plenty of time to lose the weight, so should be no problem. Do you feel like Jordan poses a special threat to your style, or do you think same thing as always, right into the press, and should be no problem? Ну, еще времени много, вес гонять, так что нормально. А в техническом плане, вот с Йорданом, в плане борьбы, вот ты видишь какую-то специфическую опасность именно от него для твоего стиля? Или же будет классика сразу в пресс и... Ну, у меня будет классика, сразу в пресс. У меня, как обычно, все, как всегда. А в плане того, вижу его очень выносливый, Йордан. Сильный тоже. Если зацепит, если не успею, там будет война. You know, from me, it's gonna be a classic. Go straight to the press, like always, nothing new. But with Jordan, I understand he's strong, but the thing is, he's also very endurance. And I understand that if he catches me, then it's gonna be a battle. И я бы не сказал, что если зацепит, там, вот, держать его сюда, сразу он меня потащит. Я смогу держать в обороне нормально, но насчет выносливости, не знаю, оттуда вытащить уже для меня это будет проблема, но это будет достаточно долго, я думаю, но не так быстро, как вот зацепил и сразу меня сюда. Ну, я так думаю, не знаю, как будет. Yeah, for me, the thing about the stopping the match, it's not like he's just gonna tear right through me if the match stops. I know I'm gonna be holding, and I know it's gonna take a long time. I know it's not just gonna be like this, and I also understand that I'm not gonna be able to rip right through him as well. He's very good at static strength. He's good at endurance, so I just think it's gonna take a long time. Потому что, не знаю, за доли секунды у меня даже не помню, кто выиграл. Ну, в касании. Да, если я не успел зайти, там, в обороне, там, уже в касании мне мало, не знаю, даже не помню, кто выиграл. Но с Чафи тоже, ему тоже, это не было в касании по-любому. You know, it's just that when I look back, I don't recall ever being like, flashbang with one motion. Even if I can't get inside and I go on the defense, still, I don't recall anyone ripping right through me in just 1 second, easy. Even Chafee had to work a bit. It was difficult for him, so I think it's the same here. I just don't see it like a quick match. Do you feel like if the match stops, do you think you have enough endurance to win the match? Because he is known for his incredible endurance. Do you think you can be on that level with him? Вот если матч все-таки остановится и пойдет игра на выносливость, как ты думаешь, все-таки, ты сможешь? Ты на его уровне? Мы знаем, что у него хорошая выносливость. Но вот как ты думаешь, ты сможешь соперничать? Если остановится игра, например, вот здесь, если я зашел хотя бы чуть-чуть, не до конца, вот плечом закрыл, а вот чуть-чуть, он там бицепсом не остановил, там уже могу что-то надавливать и что-то делать. Хватывать, там, да, какие-то удобные позиции, забирать, стараться задавить. А если вот здесь уже, даже, я не знаю, у меня там не настолько слабо, что как люди думают. Меня выигрывали сильнейшие просто. Меня вот проходные такие спортсмены меня не выигрывали в крюк, там, в бицепс. Не знаю, насколько сильный Йордан в этом положении, вот в своем положении. Но я видел, кого он выигрывал. Он выиграл сильных ребят, и я не знаю, это будет борьба, вот это будет заруба очень долго, я думаю. I think it depends on the position. If I can get in, not just completely covering the shoulder, even just a little bit, then I can work a lot. Then I can move, re-grip, get comfortable position, and then it's on. It's really good for me. If I fall onto defensive, he gets inside, that's the question. Because people think like if I get here, then I don't have anything. But the thing is, even if I lost from this position defensive, I only lost against like the elite, right? Nobody beat me who's weak, right? I never lose like this. So I think it's just gonna be interesting to see. I just don't know how strong Jordan is in his position. That's the question of just how good can he hold there. So it depends on the position where it stops, but overall, I'm expecting this to be a really long battle. Really long. Просто я не видел, что Йордан, когда заходил вот в свое движение сюда,
кто-то его останавливал и держал, передержал, и оттуда вытащил и забирал победу. Я просто такого не видел. Видел с Тадзилой, но это был другой Йордан, наверное, сейчас уже посильнее. Поэтому я не такой супер-супер сильный, чтобы там его передержать. Но я не знаю, как получится. Естественно, буду стараться держать его, передержать. И как будто через связку давить или что-то еще на бицепс вытягивать, через пронатор, может. Но это вряд ли получится у меня. It's just that, when I look at Jordan, when he gets in this position, the holding, I've never seen anybody go in a match, stop with Jordan, and then endure everything and rip him out of there. Like, go through everything and then pin him. Only maybe Todd, but even then, that's not probably the same Jordan it is right now. So that would be a big task. I don't know if I can do it. I'm doubting it, but it's still really want to see it, how it feels out, just of course I'm gonna try my best. Sit there, maybe through pronator, maybe through the tendon, maybe push back, pull back. I don't know. I'll try everything that I can, and I'll try my best and just see how it goes. What is the key for you to win this match? What are you really looking for? Is it supination? Is it shoulder? Where are you gonna shoot for where you're like, if I can get this, I can win? Вот знаешь, что для тебя ключевая позиция в этом матче, чтобы его выиграть? Вот знаешь, вот цель, если я это возьму, я выиграю этот матч. Вот что это? Это может супинация, может плечо. Если заломаю ему пронатор, If I turn если him over. пронатор, да, если я его поставлю в этом положении, не в этом, а в этом, Yeah. там уже, я думаю, там, на 99%, что я уже смогу задавить. Yeah, if I turn him palm up, if I get his pronator, not just like this, but like this, I'm 99% sure I can do it. I can finish the match. That's the main point. Very good. So have you been specifically training for that? Have you been doing extra cup, or are you just going in training regular stuff like you would for any other match? Ну, раз это цель, были какие-то специфические тренировки, знаешь, вот чисто на кисть, чтобы сразу взломать Были, пронатор? конечно, Или... естественно, да, были, чтобы заходить через пронатор, через кисть, пронатор, это были и супинацию тоже, и разные варианты. Просто трицепс, вот такая борьба, вот прям кажется, да, вот смотришь, там только одно движение, да, вот сюда, там, если ты уже углубляешься, там много чего можно придумать, там, чтобы, да, маленькие такие моменты, и с плечом есть моменты, когда плечо надо близко ставить, и есть моменты, когда далеко ставить, чтобы вот сюда удар пошел, люфт был какой-то, разные моменты, как и в борьбе вверх, наверное, все думают, что только вверх, а там много чего. Yeah, of course there was specific training. Of course, a lot of action on the wrist to be able to go through his pronator. But at the same time, of course, you work the supination. The thing with the pressing through the triceps, people look at it and think, it's just one movement and that's it. But the thing is, the more you go into it in depth, the more it's very minute details. Sometimes you want to get close, sometimes you want to get far to go through the pronator. It's the same with like top rolling. People think, you just go outside, but it's just that those minute details, minor adjustments that really make the match, and it's really important. And how is your form for this match? Would you say you are your best ever? Would you say you're close? Where are you? How are you feeling for this? В плане ощущения вот формы, можешь сказать то, что вот ты на пике или, возможно, близко к лучшей форме? Как по ощущениям? Вот в плане, не знаю, вот в плане весов, которые я поднимал, я до этого вот такие веса не поднимал. А в плане борьбы у меня застой был, я уже год почти не боролся, на мелких турнирах не боролся, даже спарринги такие вот с сильными ребятами, и у меня не было сильных ребят, вот, чтобы поспарринговать с ними. И я не знаю, какие-то эти веса, вот то, что я поднимал, как это будет выглядеть за столом. А так, я себя чувствую хорошо, конечно, я делал запредельные веса в своем движении, и на бицепсе, и в удержаниях. Я не знаю, я считаю, что я сейчас в хорошей форме. Но это могу, не знаю, проиграть и удивиться, да, вот что пошло не так. Я вроде готовился хорошо, проиграл. Но это не нам судить. I would say the thing is the weight-wise, just training in the gym, the weights that I've done for this, I've never done them before.
just by pure weighting and lifting, I've never done this. By far the most I've did. But the thing is, since I had this little bit of hiatus, almost a year, I haven't done competition, haven't pulled, and I don't have strong sparring partners. So the question is, all these holds that I do, biceps holds, my movement, everything. The question is how it's going to translate at the table. That's the question. I want to see how it goes on the table, but it's not us to judge. Вот могу сказать еще, вот я, короче, выложился по полной на подготовке, сделал все, что зависит от меня, а остальное, вот победа или поражение, это от Всевышнего. The thing is, I did everything that I could. Everything possible that I could do, I did for this preparation. That's my part. I've done it. I would say probably maybe the best shape. I've did my best. But the thing is, win or lose, that's all to the Almighty to decide. Gotcha. Well, very exciting. Jordan seems to think he can probably stop you and bleed you out. Do you have any final parting words for Jordan? Есть какое-нибудь финальное сообщение для Йордана, для своего соперника, перед тем, как закончить? Если он считает, что он сможет, например, на выносливость пойти, забить тебя и так выиграть. Вот есть какое-нибудь финальное сообщение для Йордана? Старайся, не знаю, не опаздывать, наверное, по скорости. Желаю удачи, пусть победит сильнейший. Йордан хороший парень, только уважение. Я рад с ним бороться. У меня этот матч одно удовольствие с ним побороться. Just try to catch up, don't sleep at the ready go, try to catch it. But may the strongest win, in all seriousness. I respect Jordan, he's a very nice guy, and I'm really happy to have this match with him. He's very strong, so I'm happy to have it. Но я хочу, чтобы он проиграл по-любому. But I want him to lose, Of course. Well, thank you very much, brother. Thank Appreciate you, having you on. brother. East vs. Thank West you. 25. The link is in the description. Buy the pay-per-view. Yeah.